Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о внутриканальных динамических наушниках от компании Sivga. Приходят они в небольшой коробке с довольно приятным оформлением. Здесь есть логотип компании, название этой модели QI и изображена небольшая птица-сорока. А сзади указаны технические характеристики. За звук здесь отвечает динамический драйвер диаметром 10 мм с бериллиевой диафрагмой, чувствительность составляет 108 дБ и они получили 32 Ом импеданс. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Качественно сделанный фирменный кейс Sivga для хранения наушников. Инструкция и сертификат качества. Два набора качественных силиконовых амбушюр. Шикарный и очень удобный и поистине аудиофильский кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3,5 джек. И вот они, замечательные наушники Sivga QI, выполненные из цинкового сплава с использованием американского клена для лицевой панели. И здесь на обоих наушниках имеется надпись Sivga, и смотрится она очень даже уместно. Здесь расположен стандартный разъем 2 пин, уже для подключения кабеля. Он, кстати, немножко так утоплен в корпус, а на внутренней части корпуса имеется два отверстия для компенсации и маркировка канала правый и левый. Звуковод тут среднего диаметра с хорошим бортиком для лучшей фиксации амбушюр и дополнительной металлической сеточкой с таким довольно загадочным узором сверху. И стоит сказать, что сидят в ушах наушники отлично, они не крупные, не сильно выпирают из уха, да и получились очень удобными в использовании. Ничего нигде не давит, да и со звукоизоляцией тут все хорошо. А вот теперь давайте поговорим о том, как звучат наушники Sivga QI. И знаете, приятненько они играют, я вам скажу. Это точно не светлая, но довольно энергичная и дерзкая подача. Слушать их интересно, и что самое главное, можно прослушивать долго без какого-либо утомления. Так как здесь мы имеем усиление низких частот почти на 6 дБ. Для басхедов, конечно, думаю, будет маловато, а вот для всех остальных ребят этого количества определенно хватит. Да и мидбас тут очень даже неплохо усилен. У него есть панч и очень даже такой знатный и хорошо выделяющийся. Посерединке же тут все опять очень знакомо. Ровненько и с небольшим акцентом на 2 кГц, что я очень одобряю, в отличие от чистого Harman тюнинга, где акцент смещается к 4 кГц. А я очень восприимчив к этой области. Меня радует, что наушники не доставляют мне боли в этом диапазоне. За это однозначно от меня респект. Ну а по высоким частотам для чисто динамических наушников все очень очевидно. Есть небольшой пичок на 10 кГц и плавный спад уже после 13 кГц. Да, конечно, все-таки мне бы хотелось получить тут более лучшее расширение, вот хотя бы до 16 кГц. Вот тогда было бы замечательно, но что уж поделать, ребята. Это ведь все-таки чисто динамические наушники с использованием одного драйвера. И думаю, насколько возможно, их тут нам протянули. Но давайте по порядку. Низкие частоты обладают достаточной глубиной, весом и неплохим объемом. Мидбас же тут довольно ударный, и кик в свою очередь неплохо так очерчен и хорошо пробивается в миксе. Затухание довольно плавное и аккуратное, но вот лично мне бы хотелось получить более очерченный и текстурный бас. И знаете, он вроде старается пробиться, но вот немного вот той самой четкости и прозрачности не хватает. Да и атака тут немного расслабленная и как будто вот неторопливая. А вот средние частоты здесь имеют хорошо сохраненную энергию и драйв, чтобы не звучать скучно и мониторно и излишне сухо. Поэтому наушники играют достаточно весело, задорно. Может, у кого и ноги в пляс сразу идут от такой подачи, такое тоже бывает, я бы не удивился. Да и переходные процессы тут достаточно хорошо прослушиваются, поэтому барабаны четко и явно пробиваются в общем миксе. Что мужской, что женский вокал здесь звучит супер насыщенно, увесисто, с отличным разрешением и, что самое главное, с достаточно большим количеством воздуха, определенно который положительно сказался на более лучшем раскрытии этого диапазона и заметно так помог размахнуться широкой по восприятию и образу вокальной части и инструментам, чтобы не звучать как-то закрыто
и зажато. Наоборот же, пространство тут обладает хорошей, заметной, погружающейся глубиной и основой в виде неплохо расширяющейся стереопанорамы, да и образы инструментов тут не теряются, все звучит очень четко и локализовано на своих местах. С разделением планов тут полный порядок, да и тембрально наушники достаточно натурально и достоверно отыгрывают любой материал. А высокие частоты здесь, конечно, неплохие, но точно не рекордные в плане техники и аналитики. Подаются они как достаточно нейтральные, с неплохой продолжительностью, с небольшой гладкостью, без какой-либо излишней резкости и агрессии сибилянтов. И добавочного улучшения детализации путем усиления этой области. И в итоге на слух ощущается это как теплая и аккуратная подача, имеющая неплохую детализацию и разборчивость у тарелок и перкуссии. Но вот все-таки будь тут побольше прозрачности и воздуха, было бы куда интереснее. И подтянув техничность, наушники могли бы смело перейти к более высокому ценовому сегменту. Но все-таки из-за упрощения этого диапазона и некоторой, на мой взгляд, недораскрытости, они отыгрывают этот диапазон ровно в рамках своей цены. А вывод по динамическим наушникам Sivga QI у меня получился таков. Это интересные динамические наушники с довольно энергичной и нескучной подачей. Похожий тюнинг я, конечно, встречаю частенько в последнее время, но все-таки что-то свое, цепляющее в этих наушниках, определенно есть, да и внешний вид действительно подкупает. Ссылка на покупку наушников находится в описании и закрепленном комментарии под видео. Спасибо всем за просмотр, с вами был IC Genius. Всем удачи и пока.